Если вы следите за новостями по предстоящему апрельскому обновлению в eFootball, то наверняка знаете, что вместе с этим апдейтом также планируется и обновление игрового процесса. И в целом, если рассуждать логически, в принципе, оно крайне ожидаемо, учитывая, что прям какой-то тонной контента Konami никогда не славились, и как-то нужно разбавить такое глобальное, мажорное обновление. И как это еще сделать, если не обновлением игрового процесса? По заявлениям того же Galvani ожидаются изменения во вратарской, атакующей и защитной линии. И сегодняшний ролик я хотел бы сделать с такой вот небольшой капсулой времени до того, как апдейт еще появился и до того, как геймплей успел претерпеть изменения. Мне хотелось бы поделиться своими впечатлениями, что конкретно мне не нравится в нынешнем геймплее по ранее упомянутым позициям. Ну и заодно послушать ваше мнение, что не нравится уже конкретно вам и что бы вы хотели бы изменить и в какую сторону. Легендарные, сильные и просто крутые футболисты продолжают появляться в eFootball. Но что делать, если монет недостаточно, но в то же время ты не знаешь, где можно их приобрести или где можно пополнить стимовский аккаунт? Не стоит переживать, ведь есть донатов нет. Больше не нужно задумываться о пополнении по адекватным ценам, ведь именно здесь вы сможете пополнить свой Steam аккаунт или приобрести монеты для eFootball Mobile, точно так же, как и пополнить любую другую мобильную игру. Все собрано на одном сайте и с самыми лучшими ценами, и можете быть уверены, что сможете пополнить свой баланс быстро, выгодно и безопасно. Для каждого товара на сайте расписана подробная инструкция по активации, а поддержка всегда готова прийти на помощь с любой проблемой. Также на сайте присутствуют бесплатные ежедневные раздачи. Лутай Dcoin и сразу пополняй любимые игры. При регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Проблемы с пополнением уже в прошлом, ведь с донатов нет, донат есть. Ссылка в описании. Давайте снова вернемся к твиту от Ренана Гальвани, который сообщает, что в обновлении 5.4.0 ожидается изменение игрового процесса во вратарской, атакующей и защитной линии. К вратарям в нынешнем геймплее у меня как таковых претензий нет. В принципе, их трудно оценивать, насколько хорошо или плохо они играют. Они либо тащат, либо не тащат. Тогда как вопросы к атаке и защите при нынешнем геймплее у меня имеются. В целом, нынешний игровой процесс мне более чем нравится, особенно если сравнивать с тем, что было в начале 26-й части, когда Konami снова изменили баланс, и мы наблюдали сплошные передачи верхом, забросы через все поле с этим линк-апом Капелла, и тогда это проходило, и проходило на ура, и слава богу, что это осталось в прошлом. Поэтому сегодняшний геймплей не так плох, как был в начале 26-й части, но, конечно, нет предела совершенству и есть куда расти, что называется. За последние полгода я все чаще начал замечать, как некоторые игроки, рукастые и не совсем рукастые, начали прям поголовно использовать супер отмену. Если вы не знаете, что это движение футболистов, когда они намереваются сделать либо передачу, либо нанести удар, но внезапно она отменяется, из-за чего анимация быстро сменяется с замаха там на передачу и на удар, вот с этого замаха на простое ведение мячом. И как раз таки, если в это время рядом с таким футболистом находится ваш защитник, то велика вероятность, что он автоматически бросится на этого футболиста, тогда как он уйдет в сторону. То есть даже если вы не планировали выбрасываться, при супер отмене защитники это делают автоматически, чем рукастые пользователи не бременят пользоваться. И в принципе их трудно винить в этом, хоть я и не одобряю такой вариант игры, потому что это просто абуз, скажем так, не совсем намеренных механик, назовем это подобным образом. Но с этим ничего не поделаешь. Это в игре есть, и, как мне кажется, над этим, наверное, стоило бы поработать. Но здесь возникает проблема, потому что эта же тема работает и когда наносятся удары по воротам. То есть, если вы держите сопровождение, тот же самый L2, находясь с игроком соперника, и он наносит удар, благодаря этой самой автоматической анимации, когда удар действительно наносится, а не когда происходит ложный замах, защитники действительно могут спасти от опасного удара, просто подкатившись перед летящим мячом. Поэтому, с одной стороны, да, надо что-то с этой суперотменой делать, но с другой стороны, автоматические анимации время от времени действительно могут вам помочь в некоторых моментах. Но опять же, не совсем приятно, когда ты пытаешься держать дистанцию, пытаешься не выбрасываться иной раз, и вот тут, пожалуйста, суперотмена раз, суперотмена два, и рано или поздно твой защитник автоматом, без твоего желания, возьмет и выбросится.
Тогда как проблема с атакой при нынешнем геймплее, она куда более разносторонняя, я бы так сказал, потому что за последние полгода, даже, наверное, больше, мы в большинстве случаев скатились к тому, что вся игра у нас строится через центр. И, в принципе, когда я вот обозреваю разного рода карточки, в основном это нападающие, фланговые нападающие, оттянутые форварды, я вечно проговариваю одну и ту же мантру. При нынешнем геймплее вингеры не так актуальны, как год, полтора назад, и теперь ими практически никто не играет. Либо два центральных нападающих и один оттянутый форвард, либо два оттянутых форварда и один центральный нападающий. Но фланги используют крайне редко. И в принципе оно не мудрено, потому что играть через фланги стало, практически невозможным. Точнее как, вам никто не мешает, конечно, но это не так эффективно, как было год и два назад. Тогда как все чаще и чаще, да и в принципе все, кому не лень, ставят много игроков в полузащиту, и вся игра по сути происходит именно в центре. Поэтому если в игре встречаются два соперника с одинаковой схемой, которые нагружают центр поля, то очевидно такая игра превращается в месиво, и ни один, ни второй ничего толком создать не могут. Да и в принципе за последние полторы недели, вот на момент записи этого ролика, я заметил, что сильно уменьшилась результативность атакующих игроков. Они стали намного чаще попадать в штанги, они как будто стали более пассивны при ведении атаки. И вот конкретно этот момент, это даже момент не то чтобы глобального изменения геймплея, это просто успело произойти между очередными оперативными обновлениями из недели в неделю. Еще один момент, который мне не совсем нравится, это скорости футболистов. Потому что в начале 26-й части Konami прямо хвалились, что теперь скорость атакующих и обороняющихся игроков, она имеет значение. И мы действительно это наблюдали. Поэтому все стали поголовно перекачивать центрбэков, куда более бегущие цифры. И отчасти с этим также были связаны и забросы, и передачи через все поле, когда медленные центрбэки банально не успевали за нападающими. Это была та еще головная боль. Но в то же время это демонстрировало нам, что между центрбэками и нападающими действительно имелась разница. Тогда как после обновления перед Новым годом, когда геймплей также глобально меняли, когда эти забросы и передачи через все поле нерфили, они также понерфили и скорость. И теперь бегающие футболисты ощущаются не такими бегающими, как это было раньше. То есть тут две стороны одной медали. Я и рад, что эти забросы убрали, и что теперь нет этой головной боли, когда нападающий может убежать от центрбэка. Но в то же время странно ощущается, когда маленький, маневренный и очень-очень быстрый Джордж Бест не может убежать от какого-нибудь Ван Дейка. Поэтому хотелось бы, чтобы разработчики нашли золотую середину, чтобы не было этого абуза, как это было в начале 26-й части с забросами, с передачами через все поле, но в то же время, чтобы скорость между футболистами снова ощущалась, по-разному, чтобы кто-то бежал чуть быстрее, кто-то чуть медленнее.